Здравствуйте, дорогие друзья, доброго времени суток. Человек, который сегодня пришел в мою программу «Звездная гостиная», это Александр Шато. Многие слышали его песни в интернете, но немногие видели его воочию. Но сегодня он уже как бы появляется и на телевидении, в интернете и так далее. И вот сегодня, Саша, я очень тебе благодарен, что пришел к нам. И мы так пробежались вкратце по твоей биографии. Я был приятно удивлен, что у тебя такая многодетная семья. Расскажи, пожалуйста, вот еще раз о том, как ты переехал в Москву и пришел именно вот уже к осознанию того, что ты должен быть певцом, автором-исполнителем, как ты начал петь и так далее. Всем добрый день. Спасибо большое за приглашение. У вас очень душевно, у вас очень атмосферно, по-доброму. Стараемся. Да. Перебрался я в Москву в 2001. Почему? Поиск себя, в первую очередь. Я всегда был музыкантом с самого раннего детства. Переехал в Москву, потому что вырос из того уровня, который мне мог дать Узбекистан, моя малая родина, потому что решил расширить горизонты. Вот. И слава богу, что все это произошло. Встретил мою Наташу. Вот. У нас 3 замечательных деток, мы 20 лет в браке. Творчество пришло, вот именно авторское творчество пришло, конечно, гораздо позже. Где-то в года с 10-го я начал писать песни, записывать, но это была работа в тетрадку, условно говоря, в стол. То есть я занимался накопительством материала. Ну и параллельно, конечно же, работал в ресторанах, потому что жизнь заставляет, расставляет свои приоритеты. Ну, это традиционный путь, конечно, музыканта. Согласен, традиционный путь эстрадного шансонного музыканта, потому что я все-таки считаю себя артистом именно этого жанра, такой пост-шансон, эстрадный шансон, в меньшей степени попса, в большей степени. Ведь для меня шансон — это далеко не блатная лирика. То есть определенное ответвление, да, а для меня это изначально слово шансон вообще французское. И та душевная, красивая музыка, которая в принципе называется шансоном, я думаю, что именно в этом направлении как бы мы и развиваем. Тем более в твоих песнях звучит и баян, и гармония, да, конечно, и все такие конечно. живые инструменты. И я хочу сказать, дорогие друзья, у Александра есть YouTube-канал, естественно, Александр Шато. Да, также легко найти. ВКонтакте страничка, подписывайтесь. На любой социальной сети Александр Шато. Шато как вино. Да, и вот очень хороший дуэт он записал с Радой Рай. Рекомендую послушать, кто не слышал. Спасибо. И много еще таких песен, которые вот просто не оставляют равнодушным, потому что Александр из тех людей, которые вот именно проживает песни. Я сегодня был, я до этого уже знал, конечно, что человек, с которым ты сотрудничаешь, это незрячий человек. Скажи нам, пожалуйста, как его зовут? Мой автор моих многих песен, его зовут Александр Ким, мой земляк с моей малой родины, с Узбекистана. И вот что удивительно, незрячий человек пишет песни. Вы представляете, как говорится, пути Господни неисповедимы. Да. То есть поступил запрос, можете ли вы поучаствовать? И практически сразу, как только я узнал, что это радио Всероссийского общества слепых, где-то щелкнуло. Значит, вот все именно так, как надо. И у меня есть уникальная возможность побывать. И сделано это все в контексте. Я, конечно же, принял приглашение ваше практически сразу. Я очень рад, что ты сегодня пришел, еще раз говорю, потому что состоялся такой
открытый, честный разговор. И вот Александр, он ведет такой образ жизни активный. Был и предпринимателем, и интернет-магазином занимался, Да, и были даже дела. занимался мебелью. Вот. И, как говорится, мастер на все руки. И вот он отдыхает, это смена, наверное, деятельности. И в то же Да, время отдых еще, активный. да, и в то же время еще помогает животным вместе со своей супругой. Вот. Поэтому я считаю, что такие люди, они должны быть сегодня на сцене, которые не просто поют, да, не просто живут как попало, а которые действительно крепкая семья, которые несут вот вечные ценности. Я сегодня сказал тебе о том, что вот твоя песня, э, вот, допустим, там, я не помню, которая посвящена женщине, как она называется, вот это вот, Моя хорошая. «Моя хорошая», да, она могла быть 10 лет назад записана, а также ее можно послушать и через 10 лет. Она не утратит своей актуальности. Вот в этом большой смысл, большая ценность. То, что ты несешь сегодня, мораль и общечеловеческие ценности, а не наоборот, понимаешь, там вот какие-то вот Ну да. бессмыслицы. И ты сегодня хорошо сказал о том, что главная составляющая это чтобы люди слушали, задумывались и как бы что-то делали выводы, что твой слушатель, он как бы не глупый человек. Да, я на это очень надеюсь, и в принципе именно только в этом направлении хочу двигаться. Не хочу пустой музыки, хочу наполненную и осознанную музыку. И я хотел бы, чтобы ты еще раз сегодня сказал всем нам, как нам вот как бы в непростые времена, я шучу, конечно, потому что времена у нас всегда непростые. Ну да, Я что-то не помню, чтобы последние там лет 25 они были простыми. совершенно Вот. верно, да. А до этого была Великая Отечественная война, а до этого была Первая мировая война, Да, и а еще до афганская, и этого была чеченская, и все что чума, угодно. которая носила тысячи жизней. Вот. А сейчас кажется всем, что опять конец света или что-то такое. Вот какой-то даже совет, чтобы нам успокоиться всем. И несмотря на все эти хайповые какие-то депрессниковые вещи, которые сегодня, на которых сегодня пытаются спекулировать, да, как нам успокоиться и продолжать жить дальше? Я считаю, что успокаиваться не надо. Не надо, Не да? надо успокаиваться, надо просто осмыслить все, принять и двигаться в правильном направлении. Потому что, ну, что такое успокоиться? Ну, такая история, да, типа, не знаю, моя хата с краю, но тоже это не вариант. Я не могу сказать, что я там принимаю чью-то сторону, потому что считаю, что есть какие-то определенные моменты, которые, ну, мы простые люди, да, не можем ни решить, Не не повлиять никак, повлиять да. как-то на это. Вот. Но человеческая, правильная составляющая, она должна всегда быть в людей. И вот именно это надо нести, это зерно надо нести. И мне кажется, ну, само собой все как-то наладится. Оно Потому что наладится в были любом такие случае, примеры конечно, там и так конечно. далее. Вы же понимаете, вот ты сегодня сам сказал, что все циклично. И было это, пройдет, и следующее наступит. Да, Вот. Дай бог, чтобы просто как можно меньше было жертв при всем при том, что сейчас происходит. да, это самое главное. Да. Итак, дорогие друзья, это в гостях сегодня был замечательный человек, великолепный певец, душевный исполнитель лирического шансона. Я все-таки назову это лирическим шансоном. Может быть, это пост-шансон, как угодно. Неважно. Да, это Александр Шато. Спасибо большое. Слушайте его, и в вашей жизни откроются новые приятные такие мгновения, вечера, рассветы, закаты и так далее. И вот эти искренние чувства, которые ты передаешь своим пением, они не останутся неуслышанными. Спасибо. Вот, они обязательно к тебе вернутся. Я желаю тебе творческих успехов и семейного счастья. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо.